Сегодня у меня на столе будет игра с интересной механикой разбора кубов и использования их для запуска действий. С соревновательным элементом на игровом поле, где вы будете отжимать друг у друга территории. Игра с несколькими гонками одновременно и большим вниманием к строительству, раскачке планшета и так далее. Короче, будет большая, комплексная евро, при этом приятно оформленная. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geek Media. У меня на столе сегодня Минос, Рассвет Бронзовой Эры. И это игра, в которой каждый из вас возьмет под управление один из кланов древней минойской цивилизации и будет заниматься тем, что будет развивать свою цивилизацию, отправлять своих воинов захватывать земли, прокачивать себе культуру, военное дело и ремесло, а также отправлять будет свои торговые корабли в различные плавания и постарается стать самым известным и самым влиятельным главой клана для того, чтобы получить титул того самого Миноса. В правилах игры достаточно много рассказов о том, что такое минойская цивилизация, и в итоге мы не так много про нее знаем по-настоящему, хотя я вот тоже когда был на Крите, там интересные развалины были и много про нее рассказывали, но до сих пор многие вещи про нее неизвестны. Если вы захотите про нее немножко больше узнать, сможете прочитать исторические справочки в правилах. А так каждый игрок получит себе планшет, на нем будут изначально установлены здания, домики и так далее. У меня изначально все ваши зданицы и все, что есть в игре, оно с такими наклеечками, их по базе нету, это коробка не моя коробка находится у друга, здесь дали коробочку с наклеечками. Так что имейте в виду, что все миплики в любой форме, они изначально без картинок на игре. Итак, вы получите свой планшет, сами планшеты симметричные, а вот эта часть у них асимметричная. Также у вас будут специальные карты, вот такие вот, которые дают вам асимметричный старт. У каждого будут свои стартовые ресурсы, и это вы будете разбирать в начале игры. И для того, чтобы объяснить, как работает игра, лучше всего будет показать, как это происходит. Поэтому давайте разбираться, как играть в Минос. Итак, Минос играется по фазам. Играется он 4 раунда. У нас там есть вот специальный трек раундов. И после второго и четвертого раунда у вас будет происходить специальный подсчет победных очков. Причем после четвертого раунда он более полноценный. Вы получите больше победных очков за различные вещи. И после этого закончится игра. Тот, у кого будет очков больше, тот победил. Ну, классика для евро. А во втором раунде вы получите немножко, но мы к этому тоже придем поподробнее. Так вот, каждый раунд начнется с того, что игроки, вернее первый игрок, возьмет все вот такие вот кубики, бросит их все, разложит их по номиналам. Вот у нас единички, двоечки, троечки, 1/4, пятерочки. И выберет себе из них один. После этого он поставит этот кубик себе вот такую подставочку специальную. То есть вот мы, например, берем себе синенькую шестерочку и выберет одну из ячеек на вот этих вот 5 рядах действий. Если я, например, выберу сюда, он будет стоять здесь. Dальше второй игрок, соответственно, возьмет то же самое, возьмет какой-то кубичек и выставит его в какое-то тоже место. Но если игрок решит выбрать кубик с таким же номиналом, он встанет после меня. Если же игрок, третий, выберет кубик с меньшим номиналом, он подвинет все кубики, которые номиналом выше, на одну ячейку направо. Стоять слева очень хорошо, потому что слева самые большие и насыщенные действия, самой большой силы. Вот посмотрите, например, по первому действию, которое позволяет вам набрать карты. Самая левая ячейка дает вам возможность взять 4 карты из текущей эпохи и из них одну из будущей эпохи. При этом получить еще 2 ресурсика. Вторая позволяет взять всего 2 карты, но при этом подвинуться по одной из колонн. А это очень важная прокачка треков для игры. Третья позволяет взять 3 карты и при этом получить еще какой-то бонус, который в каждой партии разный. В данном случае у нас одно победное очко. Так вот, если, например, у нас также, я стою вот здесь, троечка, а вот здесь стоит другой игрок, двоечка, и третий игрок может взять единичку, чтобы подвинуть нас обоих, может взять троечку, чтобы встать после меня, или может взять двоечку, чтобы подвинуть те кубики, которые были выше его, и встать сюда. Это интересная механика размещения кубиков. Все игроки будут размещать по 4 кубика в каждом раунде, а потом постепенно забирать их для того, чтобы выполнять действия. Но к этому мы придем немножко позже. В чем здесь прикол? Здесь интересно то, что вам, конечно, выгодно было бы брать маленькие значения кубов, чтобы стоять раньше. И, например, если вы поставили единичку, то с первого места вас уже никто не сдвинет, потому что меньше единички на кубике быть не может. С другой стороны, сумма ваших кубиков одного цвета, а серый может быть приплюсован к любому цвету, даст вам возможность двигаться по этим шкалам. И если в конце вот этой фазы, когда все поставили по 4 кубика, вы у себя насчитаете, например, 9 красного или 9 синего, а может быть и 9 того, и 9 того, вы подвинетесь сразу по определенным трекам, получите за них бонусы.
что очень важно в игре, особенно с учетом того, что у нас в конце еще и дают победные очки за эти колонны. И у нас еще выпали цели на игру, которая первая говорит, что тот, кто первый докачается до 8 ячейки на красном треке, получит 10 победных очков, второй 7, а третий 3. И такая же еще цель выпала по синим. Вообще целей в игре достаточно много разных, вы выбираете себе разные из них, выбираете, чтобы разные цвета были, и выкладываете каждый раз, у вас даются некоторые уникальный набор условий для достижения в игре. То есть важно, с одной стороны, иметь большие значения, но если у вас значения большие, вас подвинут, и вы можете оказаться на самой невыгодной позиции. Например, вот возьмем себе второй трек, который позволяет разыгрывать как раз карты с руки. На первом месте вы разыгрываете 3 карты, на втором одну и двигаетесь по трекам, а на третьем всего разыгрывать 2 карты. Конечно, разыграть 2 карты может быть тоже неплохо, и вы специфически можете поставить туда, если вам прям надо сыграть 2 карты. Но уже в этой части игры вам нужно будет начинать свое планирование. Что вы хотите делать и в какой последовательности, потому что последовательность тоже важна. Переходим сейчас к этому. Когда все 4 кубика с каждого игрока расставлены, много места уже занято, игроки начинают по очереди разбирать по одному кубику. И вы обязаны взять из своих кубиков тот, у которого самый верхний номинал. То есть, если у вас стоят кубики 6, 5 и 4 и 2, например, то вы обязаны забрать шестерку и разыграть то действие, которое стоит под этой шестеркой. В частности, например, я бы забрал бы вот этот кубичек, выложил бы его себе сюда, за это бы мог выставить или передвинуть 4 мужичков у себя по карте и продвинуться по одной из колонн вверх. По любой, причем, которая мне была бы нужна. Что из этого могло получиться? Я бы выставил бы, например, 3, где у меня замок, одного выдвинул бы сюда. А далее подвинулся бы по одной из колонн. Например, подвинулся бы вот здесь, и за это сразу получил бы себе постоянный ресурс. Мы про это поговорим позже немножко. То есть механика такая. И важно поэтому понимать, что в какой последовательности вы сделаете. То есть, если, например, у вас шестерка стоит на разыграть карты, а карт у вас в руках нету, а на взять карту у вас только 5, то, скорее всего, вы это действие выполнить не сможете и получите всего лишь себе компенсацию в 2 монетки, что не очень приятно. Поэтому имейте это в виду. То есть каждый раз, когда вы вставляете кубик, вам нужно учитывать несколько аспектов. Бьет ли он вас до 9, чтобы двигаться по трекам? Поставит ли он вас в нужное положение на конкретном ряду действий? И будет ли он активирован вовремя, когда вам это необходимо? При этом кубики постепенно будут заканчиваться, потому что игроки их разбирают. И, возможно, если вы взяли в начале какое-то маленькое значение, то потом вам кубиков с большими значениями уже не хватит. Или, может быть, наоборот, что с большими значениями кубики на столе останутся, а с маленькими они уйдут, и вы никого уже не подвинете, будете вставать в последние ячейки. Все это нужно учитывать, когда вы набираете кубы в этой игре, и эта механика прям удивляет своей глубиной. Так вот, а что происходит дальше? Дальше вы разыгрываете действия. Действия достаточно простые. Первое действие позволяет вам набирать карты в руку. Набирайте их отсюда. Или, соответственно, когда эта колода сменится, она сменится после второго раунда отсюда. Здесь такие карты помощнее уже, и их немножко проще разыгрывать. Вторая позволяет разыгрывать карты с руки. И карта на руке у нас это отдельная штука, потому что они будут вам давать разные вещи. У каждой карты есть ее стоимость, и при этом указано, какой ресурс будет давать ей скидку. Ее победные очки, которые принесет вам в конце игры, только если вы сделали ее комнатой в своем дворце. Ее единовременный бонус, что-то получить можно, и бонус того, что она будет комнатой во дворце. Как все это работает? Карты разыгрывать мы можем не только с руки, но еще и с рынка, но на 3 дороже. Что у нас здесь указано? Смотрите, вот у нас, например, вот эта карта стоит 8 серебра. Это указано вот здесь. Но, если у нас есть слиток серебра, мы сможем получить на эту карту скидку в 3 серебра. При этом, если у нас есть 2 серебра слитка, то все равно скидка будет только 1, потому что этот символ здесь на карте 1. Разыграв эту карту, мы выложим ее сюда и сразу сможем использовать это вот действие. Действия на карты бывают абсолютно разные, от получения новых карт и ресурсов до выставления рабочих на игровое поле или разыгрывания возможности еще одной карты. Карты у нас могут быть в 3 состояниях. В руке, выложенные вот здесь, или подложенные под поле. Как раз вот эта корона позволяет нам подложить под наш дворец себе карты. Делается для следующего. Смотрите, у нас в каждой карте снизу есть небольшой бонус. Вот этот, например, бонус привязан к действию строительства, которое у нас является 3-м действием. И каждый раз, если у меня эти карты подоткнуты под это действие, каждый раз, когда я делаю действие строительства, то есть забираю себе кубик с этого действия, я буду получать еще дополнительные бонусы. То есть тем самым я свое действие усиливаю. И возможно, к середине или к концу игры ваше действие строительства будет настолько мощное, что вам будет не так важно, сколько у вас там молоточков нарисовано, 1, 2 или 3, что вы сможете просто шестерками ходить и получать себе дополнительные бонусы. Например, вот это будет давать вам дополнительную монету каждый ход, когда вы выполняете это действие. А вот это будет говорить, что за сброс 2 карт вы еще можете подвигать себе нижний трек. Круто, круто. То есть, если мы подтыкаем себе сюда,
то мы молодцы. При этом все карты, которые подоткнуты к вам под планшет, в конце игры принесут указанное на них количество победных очков. То есть в данном случае вот я уже на 10 очков себе карт набрал. Здесь же карты будут приносить вам всего по 1 очку. И карты, бонусы бывают разные на них. Бонусы бывают либо привязанные к виду действия, либо привязанные к номиналу кубика. И вот, например, если бы у меня был бы еще вот эта карта была бы у меня еще, то за действие строительства я делал бы 1, 2, 3, и если бы это был 5 или 4, получал бы еще победное очко. То есть здесь можно будет прям цепочки бонусов выстраивать. И когда вы уже выложили несколько карт себе сюда, вы начинаете смотреть на действия немножко по-другому. Настолько ли мне важно именно действием, а не каким-то бонусом двигать и ходить человечками по игровому полю, или, возможно, мне выгоднее там несколько раз поставить на одно и то же действие, пусть даже я за него возьму 2 монетки, но кубик-то я с него собрал, получу с него дополнительные бонусы. Это очень важно. При этом игра достаточно кризисная по ресурсам, и ресурсный движок здесь устроен очень необычным способом. У нас есть 2 основных вида ресурсов. Это серебряные монеты, которые мы в основном платим за карты и за здания. И есть оружие. Оружие позволяет нам разыгрывать специальные дополнительные действия, а также бороться с морским народом, что тоже является дополнительным действием. Обычно у нас, если есть человечек на игровом поле, он может делать следующие вещи. Во-первых, за 1 он всегда может подвинуться. Во-вторых, за 1 он может принести вам вот этот ресурс, который стоит с ним вместе в одном поле. Ну, а в-третьих, есть специальные жетончики вот такие вот морских народов, они везде разложены. Если вы скидываете своего человечка и скидываете нужное количество топориков, вы получаете себе эти бонусы, а жетончик уходит к вам, он, может быть, вам пригодится. Это все помогает взаимодействовать с игровым полем и получать дополнительные бонусы, потому что без этого здесь в игре вы вряд ли сможете что-то нормально сделать, и без того, что вы пользуетесь полем и тратите свои топоры, вы вряд ли выиграете. Поэтому в этой игре дополнительные действия, которые делаются в ваш ход не за кубики, так же важны, как и действия, которые вы делаете за кубики. И второй вид ресурсов — это как раз ресурсы. Они есть 2 типов. Есть кругленькие, 6 видов, и вот такие вот шестиграннички. Также 6 видов. Шестиграннички — это постоянные ресурсы, а кружочки — это временные ресурсы. Чем они отличаются? Тем, что когда вы получаете скидку за тот ресурс, который у вас есть шестигранничек, он остается с вами и будет продолжать вам давать скидку на следующие всякие действия в ваших дальнейших ходах. Если у вас нет, например, пшенички шестигранничка, а вы хотите использовать ее как скидку, вам этот жетончик придется сбросить. Момент в том, что накопив 3 пшенички, круглые или 3 любых других одинаковых ресурса, я могу обменять их на постоянные и тем самым улучшить свое благосостояние. Кроме того, получение таких вот шестигранничков позволяет вам прокачивать ваш трек дохода, который будет приносить вам все больше и больше денег каждый ход и больше победных очков. Это один из 2 вариантов прокачки трека. Второй вариант прокачки трека — это строительство ферм. И к строительству ферм как раз переходим. Раз мы поговорили про скидку, скидку можно получать не только на эти карты, но и на любые виды строительства. Например, чтобы строить крепости, вы можете тратить любое количество камня. При этом, вот как вы понимаете, этот камень не потратится, он останется со мной. И каждый из них вам даст скидку в 3. Чтобы строить укрепления, вам нужно иметь медь, чтобы получить скидку, или просто тратить деньги. Корабли, дерево. А вот с фермами абсолютно иная ситуация. И вот чтобы построить ферму, у вас должен стоять человечек на поле. Вы ставите там ферму, а за это убираете одного человечка. Но если у вас есть пшеничка, вы можете сбросить ее вместо него. А если пшеничка была постоянная, то можно было бы не сбрасывать. И каждая следующая ферма стоит дороже и дороже и дороже, но также ферма позволяет вам прокачивать ваш трек дохода каждый раунд. При этом все эти здания не только дают вам бонусы за построение, то есть, например, ваши крепости основные, они дают вам право строить форты. То есть вы форт можете строить только там, где у вас есть крепость. То есть чем больше у вас крепостей, одна есть изначально на поле, тем больше вы сможете форты построить. А вот форты дают возможность строить корабли. И чем больше у вас, соответственно, фортов, тем больше вы можете иметь кораблей. Форты опять также приносят вам человечков из запаса. Потому что в начале игры у вас будет всего лишь 3 дополнительных воина. Если вы захотите получить их больше, вам нужно будет идти по треку войны, прокачивать себе и получить здесь и здесь по 2. Или качать, соответственно, форты, чтобы добрать полностью весь свой потенциал. А фермы будут давать вам победные очки после 2 и 4 раунда. А также будут давать дополнительные бонусы в виде прокачки вот этого трека, как я уже сказал. То есть, чем больше у вас различных ресурсов накоплено, тем проще вам разыгрывать различные карты, тем дешевле они у вас стоят в серебре. А серебро здесь добывается не очень просто. То есть, это надо либо играть какие-то специфические карты, которые будут давать вам серебро, вот эти вот денежки, либо, соответственно, прокачивать свой трек, но даже на максимуме этого трека вы получаете всего 10 монеточек. А посмотрите, как дорого стоит карта. Вот эта, например, стоит 7. Даже со скидкой она будет стоить 4. И что, мы можем максимум там 2,5 карты сыграть в ход? Но это не очень много, поэтому нужно искать источники серебра дополнительные будет. Или дополнительные скидки.
Это действие строительства. Если вы получили 3 молоточка, можете построить себе 3 здания. Получили 1 молоточек, построить можете одно здание. Но есть еще интересный момент с вот этими вот планшетиками. Они, во-первых, двухсторонние, дают разные направления путешествий ваших кораблей. В первой партии рекомендуется играть с А, поэтому у меня лежит здесь А. Вы можете выставлять свои кораблики вот сюда или вот туда. А дальше за каждое действие строительства и за доплату определенных ресурсов вы можете двигать их дальше. Корабли, чем дальше от вас уплыли, по каждому из 3 направлений, тем больше будут давать вам всяческих ресурсов, полезных для игры. То есть здесь победные очки, здесь топоры, а там карты в конце каждого раунда, в фазу дохода. То есть, соответственно, чем ваши корабли дальше уплыли, тем больше бонусов вы получили. Да еще есть вот такие вот специальные жетоны, которые дадут вам единовременные бонусы и тоже закрутить, позволить некоторую комбо-вомбу и получить больше ресурсов. При этом все, что вы строите, снимаете сейчас с планшета, принесет вам победные очки в конце игры. Что говорит о том, что строительство, конечно, очень полезно. Четвертое действие мы уже обсудили. Это вывод новых человечков на поле и перемещение их по полю. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы после 2-го раунда и после 4-го раунда мы будем получать победные очки за присутствие на территориях и за контроль на территориях. Что такое присутствие? Если хотя бы один ваш человечек есть на игровом поле в одной зоне, вы получите за него изначально 1 очко, прокачавшись 2, потом 3, потом 4. А вот если ваших человечков больше всего в этой зоне, вы будете получать уже 2-е. При этом форты усиливают это ваше 2-е. То есть в конце игры, если ваших человек больше, например, в 3 локациях, и вы прокачали здесь и здесь, то вы получите по 8 очков за каждую из этих локаций. Это достаточно много. И в конце игры очень важно будет смотреть, кто куда пошел, кто какие локации пытается занимать. И если вы понимаете, что вас прессуют со всех сторон, возможно, прокачавшись на этом треке и просто разбежавшись по всему полю, вы все равно сможете получить много победных очков. Так вот, да. Последнее действие — это действие Джокер. Поставив туда кубик, вы сможете выполнить любое базовое действие. То есть, например, там, если у вас 2 змейки нарисованы, вы сможете либо взять 2 карты, либо сыграть 2 карты, либо сделать 2 строительства, либо подвигать или выставить 2 человечков. Это действие изначально в игре вам может показаться очень слабым, но в конце игры вы поймете, что в начале игры просто оно было не очень нужно, а в конце игры оно как раз является необходимым, когда вам необходимо будет доиграть как раз 1 или 2 вот этих лишние карты, подвинуть лишних 2 человечков, или, например, добрать карты, потому что уже было все занято, или, например, люди быстрее вас впрыгнули в ячеечки, и вам не остается места. Поэтому, да, эти джокеровые клеточки тоже очень важны. В конце каждого раунда вы будете получать доход. Доход вы получаете вот с этой шкалы в виде денег и победных очков, со всех своих кораблей в виде карт, топоров и победных очков. Вот здесь вот вы получаете еще топоры. И вот это говорит вам о том, что вы имеете право несколько карт отсюда, то есть 1, 2, 3 или 4, отсюда запихнуть себе под планшетик, тем самым сделав их бонусами на все ваши следующие действия и получив победные очки в конце игры. После 2-го раунда вот эти карты сменятся, как я уже сказал, более крутыми. Вы почитаете первый раз победные очки, вы почитаете их за ваши фермы, вы почитаете их за присутствие и контроль территорий, и перейдете к 3-му раунду уже с новыми картами. В конце 4-го раунда вы сможете бороться с дополнительными морскими народами, которые остались на игровом поле. Также посчитайте себе фермы, контроль и преимущество территорий. Переведете ресурсы в победные очки. И тот, у кого больше победных очков, тот победил. Но вам надо будет еще добавить очки за карты, которые лежат здесь и которые лежат здесь. В итоге что получается? Игра достаточно динамичная, потому что вы в свой ход фактически выполняете ряд однотипных действий. То есть вы не сможете в свой ход, если не закрутили специальную комбо-вомбо, взять и разыграть карты одновременно и что-то сделать. То есть как может выглядеть ваш ход в игре. Я в свой ход забираю кубик со средней ячейки действия, которое позволяет разыгрывать карты. За это я двигаюсь по треку вот здесь и получаю себе одно действие строительства. За строительство я выставляю себе, например, ферму, оплачиваю ее вот этим вот жетончиком, чтобы не тратить себе человечка. Поставил. Уже хорошо. Теперь я выиграю дополнительное действие, которое позволяет мне за вот эту штучку поехать этим человечком вот сюда. И трачу еще 1 топорик, чтобы этим человечком взять пшеничку обратно. Забрал пшеничку обратно. После этого я играю вот эту карту, которую мне позволено было сыграть тем действием. И за это я должен заплатить 9 монет, минус 3 за пшеничку и минус 3 за дерево. Дерева у меня нет, поэтому я плачу 6 монет. Заплатил 6 монет. За это я имею право разыграть еще 1 карту и получить в любом порядке за каждый свой форт по 1 монетке. По 1 топору. Допустим, у меня был 1 форт, или даже 2, я взял себе 1 топор. После этого я имею право разыграть еще 1 карту. И, например, это будет карта вот такая. У меня есть камень, поэтому это действие стоит мне всего 4 монетки. Я оплачиваю это действие. И оно позволяет мне сыграть еще 1 карту. После этого я уже с игрового поля говорю, что буду играть карту отсюда.
У меня нет никаких скидок на эти карты, на вот эту карту или на вот эту карту, которую я хотел бы сыграть. И я поэтому оплачиваю ту карту, которая подешевле, за монеточки. У меня есть одна монетка. И у меня есть еще 9 карт. Я их скидываю для того, чтобы взять себе вот эту карту. Разыгрываю ее. За это я имею право положить одну из тех карт, которые у меня были здесь, под низ планшета. Я подкладываю ее себе под низ планшета. При этом, если бы у меня были какие-то карты, связанные с этим действием или с тем кубиком грань, который я взял, я получил бы себе еще дополнительные эффекты и мог бы набрать, может быть, себе еще на одну дополнительную карту. Такие вот цепочки действий можно раскручивать здесь, при этом они абсолютно могут быть разные. Не только на розыгрыше карт, но и на том, когда вы делаете другие действия, особенно если вы за действие себе что-то дополнительно получаете. При этом некоторые действия у вас будут подготовительные, то есть вы, например, там будете распространяться по игровому полю, набирать немножко ресурсов, чтобы потом что-то бахнуть. Но опять же, имейте в виду, что для этого нужно учитывать то, с какими гранями у вас стоят ваши кубики вверх и в какой последовательности вы это будете делать. Ну и еще важный момент, расскажу немножко про то, насколько асимметричны у нас стартовые условия. Например, мой планшетик, который можно качать вот здесь, позволяет мне в начале каждого раунда получать себе ресурсы. И это планшет достаточно сильный в начале игры, потому что ресурсы на скидку вам в начале игры просто необходимы. Во второй половине игры он сильно проседает, потому что вам уже не нужно столько ресурсов, не нужно столько скидок, а вот эти вот жетончики в конце игры очков никаких не приносят. Этот же планшет в течение всей игры будет приносить вам победные очки за постройку. Причем, если вы сначала прокачаете, постараетесь его каким-то образом прокачать, а потом начнете массово строить, он будет приносить вам больше победных очков, да еще и скидки за это давать. Этот же планшет — это такой банкир. Он, во-первых, имеет возможность всегда использовать свои топоры как монеты, а монеты как топоры. При этом, если он хотя бы немножко прокачался, уже по курсу 1 к 1, и ему не важно по-настоящему, какие ресурсы грести, у него есть больше свободы действий в том, какие карты он набирает, и в том, как он их будет использовать. То есть карты, которые будут приносить ему что топоры, что деньги, для него одинаково полезны. При этом в конце игры он еще получит больше победных очков за ресурсы, которые у него остались. И это еще не все дополнительные планшеты, которые есть в игре. Это всего лишь вот 3, которые у нас стартовые были. И эти планшеты, дополнительные вот эти вот пристроечки, дают вам такое небольшое направление в начале игры, куда вам двигаться. То есть здесь нужно понять, что нужно строить себе ресурсный движок и стараться разыгрывать много карт, чтобы потом подвинуть их сюда. А значит, нам надо качаться по красному треку, чтобы как можно больше карт различных запихивать себе под планшетик. Здесь нам нужно постараться идти по желтому треку, чтобы быстрее докачать его сюда, получить лишние действия строительства и за счет этого получить больше победных очков. А там товарищ, он такой многофункциональный, он может идти в разные степи, но фактически, скорее всего, за счет того, что деньги добывать проще, чем топоры, ему нужно будет идти и играть в игровое поле, бороться с морскими народами, захватывать города, бегать по полю и, соответственно, набирать ресурсы здесь, что позволяет ему его большое количество топоров, которые он может оплачивать деньгами. И значит, ему, скорее всего, надо будет идти вот в этот трек, получать еще больше топоров и, соответственно, качать свою военную мощь и хорошее присутствие на игровом поле. Так что, если вы хотите себе приятную евроигру с неплохим оформлением, которая играется одинаково хорошо на 4, 3 или 2 игрока. Для 4 игроков там есть специальная вторая сторона поля, а для 2 игроков здесь вот эти вот плашечки, и часть поля закрываются специальными плашками, и вы сможете спокойненько играть в нее. В игре также есть соло-режим. И вот если вы любите комбо-вомбо, любите различные механики, прокачку планшета, выставление миплов, немножко контроля территории, которая не самый обязательный элемент этой игры, при этом хотите попробовать необычную кубиковую механику для драфта действий, то минус рассвет бронзовой эры, это прям вот вам нужно попробовать. И это вот все на сегодня, что я вам хотел рассказать. С вами был Юра, вы смотрели Geek Media. Всем пока.